Добрый день, друзья! Меня зовут Нейля, и вы на канале Готовить Просто. Сегодня я поделюсь с вами секретами приготовления самых вкусных, нежных и воздушных куличей на сметане. Это самый любимый рецепт приготовления куличей в нашей семье. А чтобы узнать все тонкости приготовления этого замечательного теста, смотрите видео до конца. Для приготовления нам понадобится мука, молоко, сахар, сухие дрожжи, сметана, сливочное масло, изюм, желтки, яйцо, ваниль, апельсин. Первым делом приготовим опару. Молоко должно быть теплым для лучшей активации дрожжей. Добавляем столовую ложку сахара, муку. Муку и сахар мы берем из общего количества продуктов. Сухие дрожжи перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой либо полотенцем и отправляем в теплое место на 30 минут. Тем временем приготовим изюм. Заливаю его горячей водой на 10 минут. Затем воду сливаю. Апельсин тщательно моем, снимаем цедру с половины фрукта и добавляем к изюму. Сюда же добавляю апельсиновый сок. Апельсиновый сок можно заменить на ароматный алкоголь, ром, коньяк или ликер. Благодаря алкоголю выпечка будет долго оставаться мягкой и не будет черстветь. Все тщательно перемешиваем. Оставляем изюм настаиваться в соке. Теперь займемся остальным тестом. В отдельной миске смешиваем 2 желтка и 1 яйцо. Сахар. Взбиваем в пышную пену до растворения сахара. Проверяем опару. Посмотрите, какая красивая пышная шапочка. Добавляем ее к основному тесту. Если такой шапочки нету и дрожжи не дали реакцию, переделайте ее, иначе куличи у вас не подымутся. Сюда же добавляем сметану, теплое растопленное сливочное масло, ваниль. Тщательно перемешиваем. Я перелила тесто в большую миску, чтобы удобнее было замешивать. Постепенно вводим муку и замешиваем тесто. Муки нам понадобится полкилограмма. Сначала замешиваем лопаткой, затем руками. Когда вся мука вмешается, тесто должно быть очень мягким и липким. Оно не тугое и не жидкое. После того, как муку вмешали, продолжаем вымешивать тесто еще 10 минут. После этого оно станет более эластичным и менее липким. Готовому тесту нужно дать расстояться. Накрываем пищевой пленкой либо полотенцем и отправляем в теплое место на час-полтора. По истечении времени открываем тесто. Оно теплое и очень пористое. Добавляем изюм. Руки смачиваем растительным маслом и перемешиваем тесто вместе с изюмом. Снова накрываем пищевой пленкой и отправляем в теплое место на 40-60 минут до увеличения теста в 2 раза. Спустя время достаем тесто. Оно хорошо поднялось, руки смазываем растительным маслом и обминаем его еще раз. Раскладываем по формам. Формы для выпечки можно использовать любые. У меня бумажные, их ничем смазывать не нужно. Если вы хотите у куличей красивую пышную шапку, наполните формы тестом наполовину. Я положила чуть меньше половины, результат вы увидите через пару минут. Изюм лучше прятать в тесто, чтобы он не горел при выпечке. Из данного количества у меня получилось 4 формочки, одна диаметром 13 см и 3 маленькие диаметром 9 см. Накрываем куличи полотенцем и снова отправляем в теплое место примерно на полчаса. Вот так у меня поднялись куличи. Учитывайте, что в духовке шапочка еще поднимется, поэтому не давайте куличам быть слишком высокими. Подошедшие куличи ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 35 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки и размера куличей. Я накрыла куличи фольгой, чтобы не подгорала шапочка. Вот такой имеем результат.
Пока куличи стынут, приготовим глазурь. Так как куличи у меня с апельсиновой ноткой, глазурь я буду готовить на апельсиновом соке. Выжимаем сок из одного среднего апельсина. В сотейник добавляем сахар, апельсиновый сок и отправляем на огонь. Желатин заливаем холодной водой, перемешиваем и пока отставляем в сторону. Варим сироп после закипания 1 минуту. Затем переливаю в миску, добавляем разбухший желатин и взбиваем на больших оборотах миксера 2-3 минуты. Масса должна побелеть и стать более плотной. Вот такая консистенция должна быть у помадки. Теперь сразу же украшаем куличи. Можно просто окунуть в массу. А если вы хотите красивые потеки, тогда наносите помадку ложкой. Желатиновую глазурь нужно наносить быстро, так как она быстро застывает. Покажу наглядно. Хотела на куличе сделать потеки через минуту после того, как нанесла глазурь. В итоге имеем такой неаккуратный слой. Украшать такие куличи я буду кондитерским мохом, который приготовила за 2 минуты в микроволновой печи. Рецепт выйдет совсем скоро на моем канале, так что рекомендую подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Шоколадные дрожжи я купила в магазине. Куличи, приготовленные по этому рецепту, получаются очень мягкими и нежными. Они в меру влажные, сладкие, маслянистые и бесподобно ароматные. Кулич режется очень легко, нож идет как по маслу. Чтобы они долго не черствели, не снимайте сразу бумажные формы или храните в коробке или пакете. При таком хранении они не теряют своей свежести в течение недели, остаются мягкими, не высыхают и не крошатся. У меня на канале есть целый плейлист, посвященный пасхальной выпечке, ссылку оставлю в описании под видео. Друзья, если вы будете готовить куличи по этому рецепту, очень прошу оставить отзыв в комментариях под видео. Пусть ваши куличи будут самыми вкусными. Желаю всем приятного аппетита и праздничного настроения. С вами была Неля. Всем светлой Пасхи!